Привет, это Мария Певчих. А это банка пива «Балтика». Тройка. Классическое светлое пиво. Самый, наверное, узнаваемый бренд пива в нашей стране. По-настоящему такой народный продукт. Вот это «Балтика» тройка, «Балтика» семерка экспортная, «Балтика» пятерка еще есть, ну и, конечно же, девятка. А вы когда-нибудь задумывались, кому пивоваренная компания «Балтика» принадлежит? Ну, чье это вообще? Кто на продаже пива «Балтика» зарабатывает? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. А история эта более чем интересная. Это правда. В ней есть какой-то огромный символизм, ведь «Балтика» почти полная ровесница современной России. Завод в Ленинграде открылся за несколько месяцев до развала СССР в 90-м году. А потом вместе со всей страной «Балтика» менялась, развивалась, проходила все те же этапы. И лихие 90-е, и тучные, богатые нулевые. И вот теперь война, она тоже очень сильно изменила судьбу Балтики. Сегодня в Донецкую Народную Республику прибыл гуманитарный груз от компании «Балтика». Балтика, победа будет за нами. Эта параллель современной России идеально работает, потому что и Путин с Балтикой тоже с самых первых лет. Пиво много пил в свободное время. Вы удивитесь, но именно Путина называют крестным отцом пивоваренного завода «Балтика». Вот интервью 25-летней давности, 2000 года. Тимураз Балоев – это легендарный первый директор «Балтики». Потомственный пивовар и знает толк в деле, которым руководит. При нем наше пиво получало множество международных наград. Это мудрый, сильный и деятельный человек. Я не знаю, вы обращали внимание или нет, но вот тут на «Балтике» тройки прямо на банке стоит его автограф, потому что Тимураз Балоев и придумал этот рецепт. В общем, он в интервью рассказывает историю завода. И объясняет, что ничего бы не получилось, если бы не Путин. Да, а как? Так и есть. Путин тогда работал в комитете мэрии по внешним связям и очень сильно Балтике помог. Он сумел найти и уговорить иностранные компании инвестировать в Балтику. Вот что говорит Балоев. Несомненно, в становлении Балтики Владимир Путин сыграл решающую роль. И это лучший пример тем оппонентам президента, которые говорят, что ему близка лишь военная тематика. Не очень хорошо состарилась цитата 2000 года, согласитесь. Мы, безусловно, обречены, да? Именно Владимир Путин и Анатолий Собчак убедили шведов вложить средства в молодое, мало кому известное предприятие, да еще и выступили гарантами. Сам мэр Собчак в одном из своих последних интервью говорил, что создание «Балтики» – это заслуга именно мэрии города и конкретно Владимира Путина. В общем, завод «Балтика» тогда приватизировали, и контрольный пакет достался скандинавской группе компаний. Они вложили в завод сотни миллионов долларов, импортировали технологии, оборудование, все модернизировали, и «Балтика» стала «Балтикой», которую мы знаем. Тебе улыбается Балтика. К 1995 году компания стала крупнейшим в России производителем пива. Потом началась экспансия в регионы, скупались другие заводы по всей стране и запускались всем прекрасно знакомые марки. «Жигулевская», «Дон», «Ярпиво», «Невская», «Арсенальная». Пиво с мужским характером. Одним из самых крупных акционеров «Балтики» была датская компания «Карлсберг». А к концу нулевых они полностью ее выкупили и стали единственными владельцами. В концерн «Балтика» в последнее время входили 8 заводов, там разливалось 50 брендов пива, в том числе по лицензии иностранные. Туборг, Кроненбург, Хольстен. В общем, огромный, развитый и достаточно прибыльный бизнес, который прекрасно работал 30 с лишним лет. Но потом Путин начал войну. Сразу, еще в марте 2022 года Карлсберг заявили, что свой бизнес в России они полностью сворачивают и продают. В июне 2023 года было объявлено, что новый покупатель для «Балтики» найден, и с ним даже подписано соглашение. И это ровно тот момент, когда все неожиданно и кардинально меняется. По личному указу крестного отца. Я такого не помню. Через пару недель после объявления о сделке вдруг выходит указ Путина о том, что все имущество Карлсберг в России, все акции, «Балтика» в том числе, переходят под управление государства. Я надеюсь, что это уже все изъяли. Ну, слава богу, давайте поаплодируем. Законные хозяева больше не могут ничем распоряжаться, не могут продать заводы или вообще что-либо сделать. Учитывая, что сделка по продаже была уже готова и все произошло абсолютно неожиданно, глава Карлсберга прямо публично заявлял:
У нас украли весь российский бизнес, и мы не собираемся притворяться, что это нормально или законно. Российское правительство назначило временное управление и фактически украло наш бизнес. Но это только начало. Потом, как заведено, следователи ФСБ вдруг обнаруживают мошенничество в Балтике. Арестовывают и сажают в СИЗО 2 топ-менеджеров компании. Они сидят год. Идет сразу несколько судов. Генеральным директором Балтики опять становится тот самый Тимураз Балоев, который ушел с поста в 2004 году. И вот 20 лет спустя он триумфально возвращается. Ведение внешнего управления было своевременным. И мы понимаем, что нужно делать. Балоев требует национализировать компанию. Но потом снова указ Путина. 2 декабря 2024 года. Теперь он также неожиданно выводит Балтику из государственного управления. То есть как бы возвращает датчанам. А на следующий день новость. Балтика продана. Понимаете, каждого можно обмануть. Несмотря на то, что с тех событий прошло уже больше, чем полгода, до сегодняшнего дня не было известно, что там на самом деле произошло и кому Балтика досталась. О фирме, которая купила Балтику, неизвестно ничего. Она была зарегистрирована на окраине Санкт-Петербурга по адресу с 3 сотнями других фирм за пару месяцев до самой сделки. Официальная версия гласит, эта фирма принадлежит топ-менеджерам самой Балтики. Так пишут и российские СМИ, и даже сами Карлсберг в своем годовом отчете. Мы продали акции 2 давним сотрудникам Балтики. Но это неправда. И даже не похоже на правду. Ну какие сотрудники? Откуда у наемных менеджеров 34 миллиарда рублей на покупку Балтики? А именно за столько ее продали. Путин лично подписывал указы, контролировал процесс, ФСБ проводили расследования, людей сажали в тюрьму, потому что было нужно, чтобы Балтика досталась 2 ее сотрудникам. Ну это смешно и абсолютно неправдоподобно. Настоящий хозяин Балтики совершенно другой человек. Тот, для кого этот пивоваренный завод имеет особое символическое значение. Возможно, из ностальгических соображений, как воспоминание о том, с чего все начиналось. Ну или как напоминание о том, кому на самом деле в России все принадлежит. Мои миллионы – результат труда других лиц. Для нас же с вами не менее важно знать, что произошло и что от нас так тщательно скрывают. И кто на самом деле напрямую зарабатывает на войне. За бесценок становится собственником того, что было украдено у иностранных компаний, десятилетиями работающих в России. Ладно, чтобы узнать, кто стал настоящим владельцем Балтики, нужно узнать не на кого она записана, а кто за нее заплатил. Мы изучили тысячи банковских проводок фирм, связанных с этой сделкой. Какую-то безумную, запутанную цепочку фирм-однодневок, займов, кредитов и прочего. И сейчас я распутаю ее на ваших глазах. Вот фирма ВГ Инвест, которая принадлежит топ-менеджерам Балтики и которая якобы купила завод у иностранцев. Ее создали в августе 2024 года, и там не происходило ровным счетом ничего примечательного. Никакого настоящего бизнеса. Какие-то мелкие платежи за банковские услуги, что-то нотариусу, налоги на 11 тысяч рублей. В общем, фирма пустышка. Но 3 декабря 2024 года им на счет падает 34 миллиарда рублей. Это кредит, который выдал никому неизвестный, ничем не владеющий, только что созданной фирме Государственный Россельхозбанк. В этот же день эти 34 миллиарда рублей они переводят в другой иностранный банк, чтобы оплатить ими покупку Балтики. В этот день, 3 декабря 2024 года, как мы знаем из новостей, Карлсберг продал Балтику ровно за эту сумму. Факт выдачи такого гигантского кредита фирме, которая его ничем не может обеспечить, это уже огромная аномалия и признак того, что происходит явно что-то не то. Ну ладно, может быть, они будут выплачивать этот кредит и проценты следующие 50 лет из будущих доходов, ну, кто знает. Балтика. Время брать банки. Но не тут-то было. Чтобы вернуть 34 миллиарда, этому ВГ Инвесту понадобилось 22 дня. Всего 22 дня. Где они взяли деньги? Смотрим дальше. 25 декабря на счет ВГ Инвест поступает 34 миллиарда рублей, и в течение нескольких минут они этими деньгами закрывают кредит Россельхозбанка. Пришли эти деньги от АО «Новая система». И это следующее звено. Фирма из Санкт-Петербурга, в ней работает 1 человек, никакого бизнеса не ведет, в бухгалтерской отчетности каждый год только убытки.
Со стороны совершенно непонятно и необъяснимо, откуда эта новая система могла взять 34 миллиарда рублей и в чем смысл отправлять их не связанному с ними ВГ Инвесту, чтобы те погасили кредит. Открываем банковские проводки новой системы и видим, что за 2 минуты до того, как они отправили эту гигантскую сумму ВГ Инвесту, они ее получили в виде беспроцентного займа от еще одной фирмы из Санкт-Петербурга – ЭНА Инвест. Итак, цепочка еще раз. Карлсбергу 34 миллиарда за Балтику платит ВГ Инвест. ВГ Инвесту платит новая система. Новой системе платит ЭНА Инвест. Мы подобрались к финальному звену, потому что это ЭНА Инвест на 100% принадлежит прекрасно знакомому вам человеку. Вот он. Геннадий Николаевич Тимченко. Олигарх, ближайший друг и соратник Владимира Путина. И именно он оплатил покупку пивоваренного завода «Балтика». Но мы утверждаем, что купил он «Балтику» не для себя. В уголовном жаргоне есть такое понятие, как общак. Ну вот есть преступная группировка. Их несколько человек. Они занимаются своими преступными делами, торгуют наркотиками, вымогают деньги, ну или грабят банк. У каждого в ОПГ есть своя роль. Кто-то врывается в банк с пистолетом, кто-то вскрывает сейф, кто-то подкупает полицию, а кто-то помогает спрятать награбленное. И система устроена так, что все украденное складывается как бы в общую кассу. И уже из этой кассы, из общака, финансируется все остальное. Ну, кто-то берет там наличные, кому-то подгонит машину или что-то купит. Оттуда возьмутся деньги на взятки, на оружие и на новые проекты этой ОПГ. Изучив банковские проводки компании ЭНА Инвест, мы обнаружили ровно это. Абсолютно случайно в поисках нового владельца «Балтики» мы нашли путинский общак. Общий мега-кошелек, куда складываются украденные и откуда оплачиваются, в том числе, личные нужды Владимира Путина и его ближайших родственников. Это самый главный мотив был. Как это все устроено? Давайте разбираться. Для начала нам нужно вспомнить, кто такой Геннадий Тимченко, формальный владелец этой фирмы ЭНА Инвест. Сегодня кажется, что его знают все. Какой список самых богатых людей России не открой, везде в топе Тимченко с его миллиардами. Он постоянно в новостях, ведет публичный образ жизни, занимается благотворительностью, занимает должность вице-президента Олимпийского комитета. Я и в клубе Международной федерации хоккея, в Олимпийском комитете за зимние виды спорта. Но так было отнюдь не всегда. Первое полноценное интервью Тимченко на русском языке вышло только в 2012 году. И это было прямо событие. Ведь до этого о Тимченко широкой публике не было известно почти ничего. Он был абсолютно таинственной и даже немного мифической фигурой. Представьте, появляется буквально ниоткуда бизнесмен. То ли российский, то ли финский. Тимченко гражданин Финляндии. Живет вообще в Швейцарии. Биография толком неизвестна. И вдруг за какие-то считанные годы, в середине нулевых, он просто врывается в списки Forbes, превращается в мультимиллиардера. И все это благодаря тому, что через его швейцарскую фирму Gunvor, как через посредника или такую прокладку, начинает экспортироваться львиная доля российской нефти. Это самое крупное соглашение вообще за всю историю. Зачем? Почему? На абсолютно эксклюзивных, ничем не объяснимых условиях крупнейшие российские нефтяные компании вдруг решают продавать нефть именно через посредника Тимченко и его Gunvor. К 2008 году Gunvor экспортировал за границу треть всей российской нефти. Через Gunvor продавали нефть Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз. Это гигантские объемы, огромные деньги, которые просто лились в карман компании Gunvor. Итак, благодаря российской нефти к 2008 году мало кому известная контора из Швейцарии стала третьим самым крупным нефтетрейдером в мире. Это вызывало абсолютное недоумение на рынке. И, конечно же, все задавали вопросы, а что это за Тимченко? И не связан ли он как-то лично с Путиным? Ротенберг, Тимченко – типичные москали. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше. В статьях об умопомрачительном успехе Gunvor Тимченко постоянно называли другом Путина, приятелем Путина, партнером Путина и так далее. Но и доказательств тогда никаких особо не было. Да и сам Тимченко все категорически отрицал. В своем первом в жизни интервью Wall Street Journal в 2008 году, данным, кстати, после обещания журналистов, что они не опубликуют его фотографию, Тимченко тогда даже в лицо никто особо не знал, он говорит, что у него нет времени на встречу с Путиным, а у Путина нет времени на встречу с ним. В открытом письме Financial Times Тимченко жалуется, что СМИ раз за разом ошибочно делают вывод, что они с Путиным близко дружат. Это все конспирология. Они просто время от времени бывали на одних и тех же мероприятиях, ну или пересекались.
Все это, конечно же, полное вранье. Тимченко всегда был и остается ближайшим другом Путина. Теперь они это особенно не скрывают. Ну а секрет успеха Гунвара уже раскрыт журналистами и расследователями. В Гунваре, кроме Тимченко, всегда был некий тайный акционер. Его имя держалось в секрете, но у него было 10%. Через несколько лет его имя стало известно. Это Петр Колбин. Он не был бизнесменом, не был инвестором, в прошлом работал мясником. Обеспеченным человеком, как рассказывают, уже не выглядел. Ответ на то, кто же такой на самом деле этот тайный акционер Гунвара, нашелся в деревне Именицы Ленинградской области. Там, как узнали журналисты «Дождя», в конце 50-х, начале 60-х маленький Петя Колбин проводил каждое лето с маленьким Володей Путиным. Они были знакомы чуть ли не с рождения и очень дружили с семьями. А Петр, по-моему, не знаю точно, но говорят, в команде Путина где-то. С молоду они были друзья. Путин и Колбин росли вместе. Ходили в соседнюю деревню на дискотеку. Однажды там Петю Колбина пытались побить, а Путин за него вступился и 5 обработал. Ну, по крайней мере, так гласит местная легенда. Они продружили всю жизнь, и когда Путин стал президентом, именно на Петю Колбина из деревни Именицы начали записывать доли в самых крупных и самых прибыльных бизнесах. Хотя он сам, судя по всему, даже не о всех о них знал. Подарки, конечно, приятно получать, но гораздо приятнее делать подарки. Наш Геннадий Тимченко записал на Колбина 10% Гунвара, половину нефтетрейдера Сургутекс, долю в проекте по добыче сжиженного природного газа Ямал-СПГ, который Путин публично продвигал много раз. Это самый, наверное, сейчас крупный шаг в освоении Арктики. Здесь основные запасы минерального сырья крупнейшие. И даже сегодня, когда Петр Колбин уже умер, мы видим, что схема не особенно поменялась. Геннадий Тимченко оформил уже на сына Колбина долю в геленджикских виноградниках при Путинском дворце. Вино именно с этих виноградников подается на всех высоких встречах в Кремле, когда Путин принимает иностранных президентов и других важных гостей. А иногда схема того, как Тимченко спонсирует Путина, еще проще. Вот в 2012 году именно Тимченко переписывает на Кирилла Шамалова виллу во французском Биаррице. А Кирилл Шамалов как раз в это время планировал свадьбу с дочерью Путина, Катериной Тихоновой. Уже после бракосочетания Тимченко передал зятю Путина еще один ценный подарок – 17% нефтехимической компании «Сибур», сделав 34-летнего Шамалова самым молодым долларовым миллиардером в России. Потом, правда, когда дочь Путина и Шамалова развелись, все подарки, включая акции «Сибура», Кириллу пришлось вернуть. Ну, так бывает так в жизни. Ничего такого страшного здесь нет. В общем, то, что Геннадий Тимченко является постоянным и неизменным спонсором Путина и его семьи, является фактом очевидным и доказанным. Я привела несколько примеров, есть еще десятки историй, но сегодня у нас с вами качественно новый случай. Там очень интересно говорят. Возвращаемся к Эна Инвест, компании Тимченко, которая заплатила за покупку Балтики. И буквально заглядываем внутрь нового путинского кошелька. Точнее, общака, если выражаться корректнее. Вы можете сами с помощью открытых источников найти эту фирму и впечатлиться. Стоимость активов этой личной фирмы Тимченко в 2023 году превысила 1 триллион рублей. Именно на эту фирму записаны акции Геннадия Тимченко в «Новатэке», крупнейшей частной российской газодобывающей компании. Тимченко начал расширять свое портфолио инвестиций и скупать доли «Новатэка» как раз в эпоху своего обогащения на Гунваре в 2008. Ну и продолжил потом, сейчас у него около 25%. Дивиденды по этим акциям выплачиваются именно на попавшуюся нам фирму «Эна Инвест». За 2,5 года, мы видим по проводкам, поступило 115 миллиардов рублей. Это годовой бюджет Тверской области. Если просто для наглядности пересчитать, разделить на количество дней в этом периоде, получается, что просто от факта владения акциями «Новатэка», не делая ничего дополнительно, Геннадий Тимченко зарабатывает по 130 миллионов рублей в день. Я не скажу, что я очень доволен. И в этих 130 миллионах рублей в день, точно так же, как и в Гунваре, есть доля Путина. Возвращаясь к аналогии с ОПГ и общаком, они вместе грабили этот банк, нашу страну в этом случае, поэтому и награбленное тоже делят. Давайте смотреть как. Я к этому не готов. Вот, например, Эна Инвест, которая оплатила покупку Балтики и вроде как принадлежит Геннадию Тимченко, в 2023 году переводит 500 миллионов рублей в фонд Алины Кабаевой. Скажите, что связывает Геннадия Тимченко и Алину Кабаеву? Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Вот и я не знаю. Ничего.
Более того, у Тимченко есть свой благотворительный фонд. Это другая, отдельная организация. И там ни слова о художественной гимнастике. Ну вот мы видим своими глазами 500 миллиарда пожертвования. А кого с Алиной Кабаевой связывает жизнь под одной крышей и общие дети? Правильно, Владимира Путина. Ну, не знаю, какие-то люди... И вот мы с вами видим общак в действии. Любимой женщине Путина нужно 500 миллиарда на хобби. Ну, Путин же не может их просто со своей зарплатной карточки ей перевести. И на помощь приходит дорогой товарищ Тимченко, который переводит их из того места, где лежат общие деньги. Еще пример. Почти 450 миллионов рублей из кубышки выделили компании ММЦ «Мой медицинский центр». Это клиника, там в том числе лечатся вагнеровцы. Она записана на 4 не связанных с Тимченко людей, врачей и менеджеров этого самого ММЦ. А вот с кем формальные владельцы ММЦ на самом деле связаны, это с Марией Воронцовой, дочерью Путина. Они выступают учредителями в другом ее бизнесе медицинской компании «Намека». Своих не бросаем. Ну и в качестве третьего примера давайте обратим внимание на сотрудников «Эна-Инвест», тех людей, которые там получают зарплату. Благо, кроме директора и бухгалтера, их там всего 2. Это очень интересные персонажи, иностранки. Одну зовут София Божич, ей 33 года, она боснийка. Другую зовут Ирен Энс, ей 36, и она немка из города Зигбург. Обе эти женщины – преподавательницы немецкого языка. Ирен, например, учила детей в сибирском селе Цветнополье. Но сейчас их ученики и дети совсем не сельские. И Ирен, и София – личные учительницы сыновей Путина и Алины Кабаевой, Владимира-младшего и Ивана. Им сейчас 6 и 10 лет. София Божич и Ирен Энс регулярно ездят на поезде на станции Угловка и Акуловка. Это самые ближайшие железнодорожные станции к путинской резиденции на Валдае, в которой, как считается, большую часть времени живет Путин с детьми и с Алиной Кабаевой. Обслуживающий персонал резиденции Валдае приезжает туда вот как раз через эти 2 станции. А авиабилеты для учительницы Ирен Энс покупает двоюродная сестра Алины Кабаевой Екатерина Головачева. А боснийка Софья Божич до недавнего времени была устроена в фирму другой двоюродной сестры Алины Кабаевой. Вот такое совпадение. Поэтому каждый что-то вносил в свое только хорошее. Вот. Поэтому я хорошая. Ну а с лета 2024 года личным учительницам сыновей Путина платит фирма Геннадия Тимченко «Эна-Инвест». И платит щедро. Если меня сейчас смотрят учителя начальных классов из регионов, да даже если из Москвы, я заранее прошу прощения. Держитесь. Учительницы детей Путина получают по 2 миллиона 900 тысяч рублей в месяц. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Этот месячный оклад сопоставим с зарплатой учителя немецкого в Вологде за 7 лет. И платит им не папа учеников. Ведь официальная зарплата Путина в 3 раза меньше зарплаты иностранной учительницы. А специальный человек Геннадий Тимченко, который держит путинский общак. Я считаю, что не сделали ничего такого предосудительного, и в этом смысле даже нет смысла об этом говорить. В этом и есть суть коррупционной системы, которую выстроил Владимир Путин. Она изначально была так задумана. С его первого президентского срока история Гунвара здесь просто прекрасная иллюстрация. И так и развивается бешеными темпами дальше. Денег конкретно Путина, как человека, больше не существует. Все деньги теперь это деньги Путина. Компаний и фирм лично Путина тоже не существует. Почти весь крупный бизнес к 2025 году – это бизнес Путина. Львиная доля российской экономики. Все эти «Газпромы», «Роснефти», «Транснефти», «Сургутнефтегазы», государственные банки, аэропорты, мегастройки, сырьевые компании, телеканалы, газеты, социальные сети – все это за 25 лет роздано друзьям Путина и олигархам. Но в условиях того, что они получают возможность поддержать эти активы, заработать на них, вывести миллиарды на офшоры, но параллельно нужно платить дань главному боссу, настоящему хозяину общака. Строить ему дворцы и разбивать виноградники, обеспечивать его взрослых детей, его малолетних детей, его жен и любовниц, обеспечивать любые его прихоти. Масштаб не имеет значения, надо просто оплачивать все, хоть иностранных нянек, хоть покупку любимого пивоваренного завода. И все это делается с одной целью – сохранить свое доминирование. Вы наверняка много раз слышали выражение «бенефициар войны». Ну, в смысле, кто-то, кому война выгодна, чье положение с ее началом стало лучше. Стало больше власти, больше денег, больше ресурсов. И кому, следовательно, невыгодно, чтобы война когда-либо заканчивалась. Им нужны конфликты. Так вот, сегодняшняя наша история о том, что Путин – настоящий бенефициар войны. Не только в политическом смысле, но и просто в экономическом. Он лично и его друзья стали сильно богаче.
Балтика спокойно себе 30 лет работала, принадлежала иностранцам, а Путин начал войну, и под шумок ценный актив, который бы и в следующие 100 лет принадлежал Карлсбергу, оказывается в собственности путинской ОПГ. А потом и у них цап-царап. В 2023 году эксперты оценивали стоимость бизнеса Карлсберг в России в 150-200 миллиардов рублей. За сколько его Тимченко купил? За 34 миллиарда. Скажите, в каких других обстоятельствах, если бы не война, можно было бы купить ценный актив в 5 раз дешевле его оценочной стоимости? И Балтика – это не единственное приобретение, просто очень символичное. За год до Балтики похожая схема была провернута с активами ушедшей из России нефтяной компании Shell. У Shell было совместное предприятие с «Газпромом». Они с 1996 года 50/50 владели Салым Петролиум. Эта компания занимается разработкой и освоением Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. В феврале 2023 года Путин подписывает личный указ, что долю уходящей из России Shell купит «Газпромнефть». Окей, ладно, будут месторождения на 100% принадлежать государственному «Газпрому». Хотя бы формально бюджет прирастет активами. Решается судьба самого крупного месторождения в Югре Салымского. «Газпромнефть» может выкупить долю Shell, сообщает Интерфакс. Но через несколько месяцев, в конце 2023 года, мы видим, что Эна Инвест Тимченко, тот самый путинский общак, опять через несколько слоев фирм-прокладок покупает эту 50% долю. Теперь вместе с «Газпромом» месторождение разрабатывает не Shell, а путинские олигархи, которые его содержат. Оцените, какая удобная схема. Есть президент. Он личным решением начал войну. Он личными указами распоряжается. Вот у этой иностранной фирмы активы отберем, вот тут начнем проверку ФСБ, вот тут заморозим деньги или посадим директора. И на это идеально зачищенное поле слетаются его друзья по детству в деревне, по питерской мэрии, по клубу дзюдо, по КГБ. И как стервятники и мародеры растаскивают то, что принадлежало другим. Путинская война продолжается 3,5 года. С большой долей вероятности она так или иначе коснулась вас. И у кого-то из тех, кто смотрит этот ролик, мобилизовали родственников или друзей. У кого-то их там убили. А кто-то, может быть, сам воевал. Если вы считаете, что нет, война меня никак не задела, то это не так. В ваших городах, по вашим улицам прямо сейчас ходят освобожденные убийцы и насильники, которые, не отсидев своих сроков, подписали контракт с ЧВК и вернулись живыми с наградами героев СВО. Война коснулась вас экономически. Продукты стали дороже, их качество стало хуже, вы стали беднее. А над тем, чтобы купить квартиру в ипотеку, как вы собирались 5 лет назад, сейчас можно разве что грустно посмеяться. Война коснулась каждого. Сидите ли вы сейчас в аэропорте, потому что все самолеты отменили, или живете в Курске или Белгороде, которые регулярно обстреливаются. Зачем? Почему? Ради чего? Эти вопросы невозможно не задавать. И сегодня мы получили один из ответов. Это специальная военная операция по личному обогащению Владимира Путина и его элит, его ближайшего окружения. Им выгодно продолжать воевать бесконечно. Какие еще мирные переговоры? Они богатеют от войны каждый божий день, каждую минуту. Деньги на их счетах исчисляются уже триллионами. А платите за это вы. Вот такой результат. Пожалуйста, помогите распространить этот ролик, чтобы его увидело как можно больше людей. Пошлите его тем, кто поддерживает Путина и его войну. Пусть посмотрят, пусть скажут, что думают. Если у вас есть какая-либо еще информация, которая может помочь нам делать вот такие расследования, обязательно свяжитесь с нами. Это можно сделать полностью анонимно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.